Бытовые кислоты, они, к сожалению, очень слабые. Благо у нас здесь лаборатория, и мы затарились всякими необходимыми прекурсорами. Может, это побольше? Ой-ой-ой! Отодвигаемся. Ай, здрасте, с вами Даник Растер, лаборатория БНБ. Добро пожаловать в самое кислотное видео на этом канале. Сегодня будем экспериментировать и постараемся узнать, какая же, сука, кислота течет в жилах чужого и что ей можно прожечь. Погнали доить кучу ксеноморфа! Если ты не в курсе, кто такой чужой, то ты либо прогоркший бумер, либо желторотый зумер, и у тебя никогда не было... Мне чужого не надо. Тебе зачем интернет вообще провели? Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! Правильно, чтоб старье смотреть. В далеком шерстяном 79-м году вышел первый Чужой. И я все детство ссался с пиликанья сканера и его этих мелких зубок, которые выкусывают череп. Потом еще серия игр была, где можно за него побегать и устроить фарш из морпехов. За хищника трофеев нарубить и, соответственно, срать по носам от этих же двух за того самого морпеха. Классная на то время штука была. Потом в нулевых насрали какими-то фильмами спин-оффами против хищника от Уэс Андерсона. Не того, который Уэс Андерсон и Гранд Будапешт. Хотя забавно было бы. Мы будем говорить про того самого каноничного Чужого. Чужой — это, наверное, самый узнаваемый хищный пришелец. Гигер, конечно, постарался, ты прикинь. Раньше только лампоголовых гуманоидов изображали в костюмах из фольги. И тут такая имба. Развиваются через несколько форм, как клещи из нимфы, становясь взрослой особью. Размножаются, садясь на лицо, как твоя бывшая. Убивают все, что движется, повсюду харкаются, могут пробить человека насквозь скорпионским хвостом, обладают пиздки твердой хитиновой кожей, а во рту у них вторая челюсть, а это огромная голова, похожая на банан. Короче... Какой-то полурак, полухуй. Но нас сегодня интересует другая анатомическая особенность его организма, а именно кислота, которая содержится внутри. Так как персонаж вымышленный и инфа о нем разнится, то вокруг него постоянно возникают дискуссии на разные темы. То кислота — это якобы их кровь, то это защитная жидкость, которая булькает между двойным слоем кожи, то генератор энергии, а то и вовсе антифриз, помогающий переносить заморозку. Хотя это особо ни на что не повлияет, но мы сегодня будем придерживаться факта, что это кровь чужого, потому что это так должно быть. И эта неэтически едкая жижа растворяет космические корабли и всю органику на своем пути. Господи. Эта дрянь поест корпус. Запомнили. Из лора известно, что это молекулярная кислота темно-желтого или зеленого оттенка. Есть куча теорий вокруг ее состава. Возможно, там соляная кислота, кто-то утверждает, что состав основан на фторе, кто-то, что это соединение фторуглерода, так как чужие взрываются после сожжения, а может, в их жилах вообще течет царская водка. Вот сегодня это и узнаем. Какая из земных кислот подошла бы для переливания ксеноморфу? Или тут больше подошел бы страйк с тормозухой? Короче, проверим, чем кино отличается от реальной химии. Почему дно в колбе с сильной кислотой нельзя нащупать голой рукой? И почему у нас вообще есть четкая ассоциация, что если пролить серную кислоту на руку, она сразу зашипит и расплавится по локоть? Что вообще такое кислота и как она работает? Слишком много вопросов. Для этого нам надо спуститься на атомный уровень. Но не ссыпь, без задротства. Я сделаю это быстро. Что вообще такое окисление? Как оно происходит? Ну, вообще все дело в электричестве, точнее в зарядах и их отсутствии. Есть у нас вот молекула соляной кислоты, аж хлор. Когда она встречается с железом, водород у нас отцепляется из-за того, что хлор сильнее тянет вот этот электрон на себя. То есть водород хочет забрать электрон как бы, но хлор ему не отдает, а он хочет вообще 2 электрона для того, чтобы кайфово себя чувствовать. Он отцепляется отсюда, один электрон у водорода и сваливает в сторону. При этом железо у нас теперь очень хочет соединиться с хлором. И, что ему мешает? Оно соединяется. У нас получается связь через 1 электрон. Вообще, на самом деле, это выглядит более правильно вот так вот, потому что там, вот эта вот связь 8 и всякое прочее дерьмо. Но графически удобнее показать, что он, как бы падает в ямку. Это половина реакции, которая у нас прошла. Следующая половина выглядит таким же образом. Хлор отдает протон водорода.
Он пи***т еще один электрон и отваливает. Хлор у нас соединяется, и получается молекула феррум-хлор-2. Он вообще не очень устойчивый, и поэтому я пометил вот этот вот электрон, к которому присоединится еще один хлор, но мне впадло было его вырезать. И у нас получится устойчивая молекула феррум-хлор-3. Водород же при этом, при всем, соединяется. Соединяется, сука, я сказал, водород. Соединился водород у нас. Электроны разнополярные. Вот таким вот образом. Получилась устойчивая молекула водорода H2, и он в виде пузырьков газа. Чего непонятного? Не все кислоты работают за счет перетягивания электронов на вот этот водород, который они отдают. Некоторые забирают электроны прямо на себя. Кислоты реально окружают нас повсюду. У тебя дома наверняка есть уксусная или лимонная. В кефире кефирная, в муравьях муравьиная, во мне крастерская, ну, точнее, соляная. Вот, кстати, реакция уксусной кислоты с содой. Только в виде газа у нас здесь выделяется не водород, а углекислый газ. Именно это делает твои хлеба такими пышными и вкусными. А во мне соляная не потому, что мы в Питере, а потому, что вот в желудочном соке до 1% соляной кислоты в каждом человеке содержится. Но вряд ли все вышеперечисленное может уничтожить космический корабль, если я только не наблюю на приборную панель. Бытовые кислоты, они, к сожалению, очень слабые, и максимум на что способны, это типа какая-нибудь ортофосфорная, накипь в чайнике может очистить. Благо у нас здесь лаборатория, и мы затарились всякими необходимыми прекурсорами. И я должен напомнить, что кислоты — это не прикольные шипучки, которые можно брызгать туда-сюда. Тот же лисий хвост из видосов про трансформаторы — пи***ский опасный газ, который по-другому еще называется тихий убийца. Мы сегодня будем работать под вытяжкой с максимальным количеством сизов. А ты смотри и даже не думай что-то повторять. У нас тут наука и чуток угара. Или наоборот, я еще не решил. Мы поскребли по сусекам нашей мастерской, и вот какие кислоты вы можете найти, грубо говоря, для свободного приобретения в каком-нибудь химмагии, который много где используется. Это у нас, не видно уже ни хрена, все выгорело. Серная кислота, азотная и соляная. Эдакая царская гаражная троица. Но существует еще суперкислоты. А как, если я долбоеб создать суперкислоту? Конечно же, смешать все три сразу. Ха-ха! Что мы сейчас и сделаем. Мы возьмем серной кислоты. Пацаны мне уже подкинули соды, на всякий случай 2 пачки на стол. Чуть-чуть. Мы возьмем азотной кислоты. Она уже начала шкварчать и пениться. Это же просто прекрасно. Дышать я этим нахуй не собираюсь. И прильем к этому дерьму соляной кислоты. Моей любимой. Ой-ой-ой, что начинается? Неужели у нас получилась суперкислота, как в Том и Джерри? Какой-то бурый газ начал выделяться. Все это мне очень не нравится. Морти, время варить суперкислоту! Че, давайте кинем туда какую-нибудь железку, посмотрим, что происходит. Слушайте, ну окисляется, да, базара ноль. Хоть реакция началась достаточно быстро, как вы можете заметить, сейчас она шкварчит не больше, чем открытая банка колы. Понятно, что суперкислота простым смешиванием, сука, не получится. Даже мне, тому, кто вообще не знает химию, это понятно. Одни кислоты не берут полимеры, другие стекло, третьи органику, а четвертые вообще ничего не могут сделать металлом с пассивным слоем. Например, алюминий, самый обычный. Почему он прекрасен? Во-первых, он легкий, достаточно прочный, и он еще и не ржавеет так, как железо. Потому что, почему? Потому что защищен оксидной пленкой. То есть на воздухе он покрывается защитным слоем с помощью кислорода. Наливаем немного соляночки, берем керамический пинцет, чтобы все это говно не поплавилось. Надеваем респиратор, потому что соляная кислота начинает парить, и она очень едкая на воздухе. Берем люмоний, кидаем. Не, кстати, смотрите, оксидный слой съела и начала взаимодействовать. А вот что будет, если ее заранее опустить в азотную, снять оксидный слой? Будет ли этот алюминий взаимодействовать с соляной кислотой более агрессивно? Ну, не так, чтобы очень уж
зрительный вау-эффект на это происходило, но, как по мне, реакция чуть-чуть ускорилась у нас. О чем это говорит? В душе не... Я сказал, я не химик. Давайте посмотрим, что произойдет со сталью, потому что ее достаточно просто окислить даже в обычной соленой воде. Ну, что-то какие-то бульки есть, но нет такого эффекта, прям как у чужого, что она такая... И проплавляла насквозь. Слабовато! Я хуй знаю, честно говоря, из чего состоял корабль Ностромо в первой части «Чужого», потому что это самая первая, самая каноничная, Скоттом Ридлом снятая. Ридли. Скотлом Ридом снятая. Классный мужик. Фильм Ридли Скотта. Откинем сразу какие-то там мифические сплавы далекого будущего. Что у нас есть на данный момент? Есть всякие стальные сплавы, есть алюминий. Сталь тяжело, алюминий недостаточно прочно. Еще есть титан, как конструкционный материал. Он и достаточно прочный, и достаточно коррозионно устойчивый. Еще и легкий. Вот его в первую очередь и будем рассматривать как именно корпус. Ну и плюс всякие там панели стопудово должны быть алюминиевые, чисто ради удешевления, там не нужна прочность. И когда с Кейна хотели удалить паразита, его кровь прожгла 3, сука, палубы. Вот именно такой эффект мы и будем искать. Давайте попробуем закинуть кусочек титана. Как вы можете видеть, титану вообще похуй на соляную кислоту. Но давайте еще посмотрим, что у нас произойдет с железным образцом и с алюминием в азотной кислоте. Ну так, чисто ради интереса. Как вы видите, в азотной кислоте вообще ни хера не происходит. Ну и так, чисто для интереса добьем все серной кислотой. Для начала закидываем алюминий. Все кислоты у нас концентрированы настолько, насколько можем себе позволить. Азотная, например, 65%, и остальные, ну, примерно в этом диапазоне. В серной кислоте вообще ничего с ним ни хера не происходит. Но давайте попробуем от оксида избавить в азотной, и закидываем в серную. Начал окисляться, но как-то вообще тоже лайтово. Берем кусочек железа, то есть стали, закидываем в серную. Тоже ни хера особо не происходит. Ну, то есть я не вижу бурной реакции. Чужих же в спин-оффах находили еще, блядь, они там в каком-то арктическом климате тусовались. То есть и в холоде она должна работать, правильно? То есть при 20 градусах вообще должна рвать и метать. И титану серная кислота тоже похеру. Все это очень круто. Но, как я уже говорил, смеси кислот – это достаточно интересная штука. И одна из таких смесей называется царская водка. Сейчас ее и приготовим. С обычной водкой, которую все бухают, она вообще ничего общего не имеет. И называется так, потому что состоит из слов водка, то есть устаревшего слова вода, и способности растворять царя металлов, то есть золото. А золото славится своей дичайшей коррозионной стойкостью. Представь, что он в земле там 1000 лет может пролежать, пока его не найдут. Не окисляется. Состоит она из смеси соляной и азотной кислоты. Мы ее сейчас и приготовим. 3 части соляной кислоты, будь она неладна, сразу вонять начинает. И 1 часть азотной кислоты. Все это дело мы перемешиваем. В годы Второй мировой войны химик Гивеши растворял золотые медали нобелевских лауреатов, чтобы спрятать их от нациков. Потом их, между прочим, вернули в обратное состояние. Одарить меня медалью. Спасибо. Собственно, золотая медаль у меня есть. Настоящая нобелевская медаль. Давно мечтаю, честно говоря. Опустили ее в царскую водку. Давайте ждать. Процесс пошел. Давайте попробуем получить реакцию побурнее, так сказать. Подогрев все эти наши пироги. То есть она как разольется, как ебанет мне на ноги. У меня будет член плавленый. Отодвигаемся. Вот она вам и царская водка, кстати. Очень похожа по эффекту, да? Не сразу запускается, но как спорить-то, а? Хорошо, что у нас вытяжка работает. Как бы там мотор не отъебал. Да это же просто философский камень какой-то. Из золота получили серебро. Замешали новую порцию царской водки. Давайте посмотрим, что она сделает с титаном.
Для честности эксперимента мы ее также подогреем. Может быть, ей именно температуры не хватает для начала реакции. Она уже бурлит, но я, честно говоря, вообще не вижу, что с поверхности титана хоть что-то начало там как-то растворяться. Хотя, смотрите, какая-то реакция у нас пошла. Не перегрел ли я кислоту, интересно? Может быть, она сама по себе как-то разложиться может. Пошел процесс. Вижу пузыри отделения-выделения. И притом четко на срезах. Там, где неровный край, там, где, возможно, какой-то оксидный слой не так правильно лег. Ну, то есть не на полированной поверхности. Давайте попробуем закинуть пластинку титана. Может быть, как-то марка, скажется на этом на всем. И площадь побольше. Вот она уже очень активно начала растворяться. Ну, хотя плюс-минус так же. Какой-то поверхностный слой, наверное, съела. Ну, короче, как вы можете заметить, какие-то пузырения там происходят. Кислота у нас очень горячая. Но вот этого вот эффекта, что он проплавляет насквозь 3 этажа, нету. Поэтому не подходит кислота. Слабая. Идем дальше. В фильмах про Чужого часто мелькали кадры, где кислота то калечила персонажей, то вообще могла растворить чью-то руку целиком. По сути, таким эффектом обладает любая кислота. Разница лишь во времени, с которым она будет обугливать или растворять органику. Как в фильмах, за секунду у тебя там, конечно, рука не растворится, но если дать немного времени... И именно поэтому маньяки в кино растворяют своих жертв не в ванне с соленой водой, а с кислотой. Знаменитый серийник Джон Хайк в 40-х годах в GTA RP растворял своих жертв в ванне серной кислотой. И сейчас мы наберем целую ванну такой кислоты и заляжем туда. Да ладно, мы же не ебанутые. Тем более разрушители мифов уже делали такие эксперименты. И кто только не делал. А нам эта ванна еще пригодится для наших заплывов. Здорово, пацаны, я Даня Крастер. Для наших экспериментов хватит и куриные ножки. Ну, я надеюсь. Вооружаемся серной кислотой. Мясистой куриной ногой. Вкуснотища. Съел бы сырой. Окунаем и смотрим. Ну, как мы можем заметить, никакого... И растворение вместе с пеной, проедание насквозь не происходит. Но серная кислота против органики, как мы уже сказали, обладает обугливающим эффектом, который мы заметим, если немного подождать. Засекаем часы. Ну, как вы можете заметить, реакция вообще далеко не бурная. Начало поджаривать ее, обугливать. Интересно, можно ли приготовить курочку вместо сковородки в серной кислоте? Я шикнул. С течением какого-то времени она должна превратиться прям в черный-черный уголь. Оставляем ее и переходим к следующим приколам. В фильме «Чужие» брызжили своей кислотой не только на людские ебальники, на обшивку корабля, на внутренности, но еще и на хлопчатобумажную форму космонавтов. Короче, сейчас мы будем проверять, насколько взаимодействует серная кислота с тканями. Вот это у нас синтетика. А какая? Непонятно? Синтетическая синтетика, а вот это хлопчатобумажный кусочек. Капаем. Туда-сюда. На курице у нас эффект проявляется в течение какого-то времени, но на хлопке, например, он должен прореагировать гораздо быстрее. Кислота у нас концентрированная в районе 70%. Поэтому смотрим, что произойдет. Ну, короче, с хлопком, как вы можете заметить... он разрушился, кстати. Не факт, что это чистый хлопок. Но и кислота у нас не такая концентрированная, чтобы сразу мгновенно его обугливать. Вот он постепенно что-то темнеет. Где белый, там прочный. Где промок, все, пиздец. Но интереснее ситуация у нас с синтетикой произошла. Она просто вообще потекла, зацени, мы растворили ее. Значит, если у экипажа Ностромо был синтетический комбинезон, то в состав кислоты Чужого могла входить серная кислота. Это максимум, что я могу сказать. Но, как мы знаем, глюкоза молекула поменьше, чем целлюлоза. Это даже можно понять по видосу, когда мы перегоняли самогон из табуретки. То есть дрожжам в рот глюкоза пролезает гораздо быстрее. Поэтому серная кислота, точнее, чтобы быть научно достоверным, не поэтому, конечно. Ну, просто есть такой эффект, что на сахарном кубике она гораздо быстрее проявляется, обугливая его. Мы тут полвидоса умничаем, выебываемся, кислоты, какие-то там атомные связи. Я, например, в душе не почему происходит обугливание сахара. Она разбивает так молекулу, она
дегидрирует его, она его окисляет вдобавок. Понятия не имею. Хотите узнать, смотрите «Химию просто» или «Той соя». Тоже мне. Мы здесь вообще-то кислоту чужого ищем, которая все прожигает, а не вот это ваше. Атомные связи там, окислительные способности там. Вот, смотрите, уже не наука, а искусство какое-то пошло. Но и средний кусочек начал наполняться, прям до самой верхушки, так сказать. А так как единственная химия, которая была у меня в 7 классе, это коктейль трофи в банке, мы сейчас поедем в институт к интересным ребятам, которые, во-первых, дадут нам интересные кислоты, а во-вторых, дадут обычные концентрированные. Погнали! А это пусть здесь догорает. А помочь нам согласился Институт электрофизики и электроэнергетики, за что им огромное спасибо. Как только мы зашли за дверь института, то сразу поняли, что наукой здесь пропитано абсолютно все. Чувствуешь себя Гордоном Фриманом Ивановичем. Куча всяких специальных железяк, проводов, трансформаторов, рычагов. Так и хочется что-то врубить и затестить. Тем более, когда масштаб некоторых установок занимает полцеха. Вот, например, эта 50-метровая махина — это легкогазовый электроразрядный ускоритель. В простонародье Гаусс-ган. Мощь! Короче, если бы мы пригнали сюда не по ксеноморфным вопросам, то я бы залип. Но нас сегодня интересует только кислота. Мы хотим проверить, какие из кислот вообще существующего человечества могут быть похожи на кислоту чужого. Мы находимся в нашей химической лаборатории, у нас выбор кислот достаточно большой. Поскольку в мастерской мы эксперименты с плавиковой провести не можем, а народ массовой культуре знает, что плавиковая кислота может растворить свинью, потому что разрушители мифов, потому что Breaking Bad, давай с нее начнем. Итак, сейчас будем кидать алюминий и титан в плавиковую кислоту. А почему мы это делаем в лаборатории? Типа, чем она опасна вообще? Плавиковая кислота, хоть и считается слабой кислотой, у нее очень сильное биологическое воздействие. Она проникает через ткани, она не чувствуется на коже и может растворять даже там глубинные ткани человека. Но как кислота она совсем слабая. Слушай, она очень неплохо взаимодействует с титаном, даже несмотря на то, что у титана есть вот этот оксидный слой, который защищается от всего. Она, даже вот эти защищенные нашими оксидными слоями металлы, они хорошо, но очень медленно растворяются в плавиковой кислоте. А форсировать ее можно чем-то? Каким-то катализатором или смесью других кислот? Катализатором нет, но, например, как и большей части растворения, если ее сильно нагреть, она очень быстро начнет растворяться. Можно даже в таком маленьком объеме, в принципе, можно полностью растворить деталь. Ну, давай посмотрим, что с железом произойдет. А на железе я вообще не вижу, чтобы какая-то реакция происходила. Как бы это иронично не было, более стойкие металлы к ней чувствительны. А железо, которое мы привыкли, растворяется почти во всем, оно плавиковую кислоту почти не чувствует. Плавиковая кислота, она уникальна тем, что она может разъедать стекла. Ну, давайте попробуем протравить ее. Да, мы принесли специально вот такие вот заготовленные, прокрашенные трафареты парафином. У нас должно остаться наше лого. Ну вот, спустя 10 минут у нас есть прям четкое проетое стекло, я не знаю, ну где-то на 1/3 миллиметра по ощущениям, может быть там на 0,2. Это говорит о том, что действительно плавиковое растворяет стекло, но очень медленно. Тоже эффект не такой же, как в кино. Для примера окисления органики мы подготовили дымящую азотную кислоту. Она является сильнейшим окислителем, а для примера органической жидкости мы взяли, обычный скипидар. Сначала мы берем нашу дымящую азотную кислоту, наливаем ее в нашу емкость. Хватит совсем чуть-чуть. Она сразу начинает дыметь. Да. Ставим ее на нагрев. На плитку, да? Да. И накрываем. Убираем. Воу! Так можно объяснить, почему чужие взрываются, если их разогревать огнеметом. Здесь у нас есть еще одна кислота, которую мы так просто не найдем. Это концентрированная хлорная кислота. Я почему-то всегда думал, что хлорная кислота — это аж хлор, соляная. Оказалось, не так. У хлора есть много степеней окисления с кислородом. Ага. Одна из них — это хлорная кислота. Она в свободном доступе ее как бы нету, ее надо под заказ. И она намного более сильный окислитель. А какая формула у нее? У нее формула H-хлор-O4. Ага. И как бы из-за этого она намного более сильный окислитель.
Давайте посмотрим, что она делает с металлами. Ну вот, сравнивая с другими кислотами и даже с плавиковой, Ага. видно, что почти ничего не происходит. Ну, с точки зрения химии процесс может и происходить, но зрительно он вообще не напоминает то, что в фильме, поэтому давай попробуем на органике, что произойдет. Давай. Для симуляции органики мы выбрали сначала, что более мягкое, сосиску. Мне напоминает это анекдот про стакан в военкомате. Не знаешь? Не знаю. Ну ладно. А должна прям бурно реагировать. Ну, вообще должна была сразу. Хм. Я даже удивлен. Консерванты работают слишком хорошо и защищают нашу сосиску. Настоящая часть природного животного в хлорной кислоте у нас. Все еще ничего не происходит. Ага. Давай посмотрим, насколько она кислая, чтобы нам зрители поверили. Ну, как бы вот наш эталон. Дичайше кислая среда, но тем не менее с органикой она не вызывает никакого шипения, проплавления. Ну вот кожа только побелела. Ну, будто бы сварилась. 20 minutes later. И у нас прошло 20 минут, давайте посмотрим, что у нас произошло с органикой. Как бы здесь была сосиска. Как видно, я даже не могу со дна ничего достать. И вообще нет, не Вообще чувствуется, да? ничего. Бэ. А вот, собственно, кость. Ну, как бы остатки кости. На самом деле глубокая кость, ничего не осталось, это хрящ. Круто. Спасибо большое. Мы погнали в мастерскую тогда экспериментировать с пираньей. Приятно было вам помочь. А возвращаемся к нашим ногам куриным, которую, кстати, в нашей кислоте до сих пор не расплавила. Как вы могли заметить, кислоты, которых сложно достать, например, хлорная или плавиковая, это не та кислота, которую ты капнул каплю, она такая сразу полздания разъела. Это типа как спецназовец, который проник куда-то, выполнил свою задачу уникальную, очень быстро, очень качественно, и съебался. А нам нужен огромный БелАЗ, блядь, который будет сносить все на своем пути. Пора смешать состав пиранью. Значит, при наших концентрациях мы берем 150 мл серной кислоты, 50 мл перекиси водорода. Сразу видно, пиранья хищная, пениться началась. Пена началась в ней. Ой-о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 й, пенится. Не хочу газами дышать. Сука, вижу, что агрессивная сразу такая. И опасная жидкость. Интересно, что там происходит. Может быть, водород из воды вышибает? Непонятно. Спичкой черкнем? Прям как спичка в Том и Джерри. Прекрати! Не хочу, чтобы поднималась! Блять, она вообще во все стороны, короче, еборит. Блять, злющая какая штука. Ишь ты! Итак, как эта бодяга будет реагировать с органикой? Железо, алюминий, ну и титан на сдачу. Ну что, заливаем? Железо пошло окисляться, алюминий вообще бурлит не кисло, смотри. Ну, в смысле кисло, ну ты понял. Ну, что у нас тут самое интересное? Воняет пи***ц, во-первых. Во-вторых, сосиска вообще почему-то никак не реагирует. Казалось бы, что пиранья должна хуярить органику. Но еще интересно, что железо вообще никак себя не проявляет. Оно как будто пассивировалось и все, и пи***ц. Алюминий шипит. И что удивительно, титан начал окисляться, причем довольно активно. Но как вы можете заметить, это все равно не тот эффект, когда типа сморкнулся на железную решетку, она такая вниз прошла. Но у нас в загашнике есть еще один состав, мы его тоже проверим. Так, с пираньей все понятно. Злющая смесь, которая все равно не может выжать того эффекта киношного, который нам надо. Ладно, химия, я даю тебе последний шанс. Я смешаю сейчас два самих по себе сильных окислителя. Это марганцовка и серная кислота. Берем заранее грязный стакан. Нет, ладно, это так не будет работать. Берем менее грязный стакан, сыпем марганцовки и заливаем все это дерьмо серной кислотой. Эта штука очень опасная, даже, сука, не вздумайте повторять. При определенных условиях, называть которые я не буду, она может взорваться прямо в колбе, в которой вы ее перемешиваете. Что очень неприятно, когда кислющая хуйня вместе с стеклянными осколками начинает разлетаться во все стороны. Правда же? По цвету уже напоминает какую-то инопланетную жижу. Возьмем титан, как материал, который она, ну, должна взять по лору, да? Я даже заменю пруток на титановый листик, потому что в листике мы, во-первых, абсолютно уверены, во-вторых, это будет нагляднее. Ну что, капнем этого дерьма.
Технология. Вообще не видно, чтобы хоть как-то взаимодействовал даже с тонким листиком титана. Давайте посмотрим, что с курицей произойдет. Ну, а она что-то там бурлит, попердывает. Вообще очень странно себя на самом деле ведет, пиздец как будто эта жижа сама по себе живая. Видно, что она как-то, может быть, осушает, там взаимодействует с водой в клетках. Но не прожигает насквозь вместе с пеной. Да. Ладно, хер с ним. Может быть, хотя бы с сахаром ты как-то интересно будешь взаимодействовать. Уж его-то совсем просто окислить. О, вот это уже похоже на правду. Воу. Что началось? Это показывает, что раствор пи***ц какой кислый. Он моментально обугливает все вот эти вот сахара, которые находятся в кубике. Все вот эти одни сахара. Что-то как-то здесь все замерло. Может быть, водички капнем? Разбавить, так сказать, эту кислую тусовку. Кубик откис совсем. Ну-ка, давайте попробуем каплю раствора к этой сладкой воде прикапнуть. Во, моментально вообще превращается в уголь. Вот это похоже на эффект. Вот прямо она с такой яростью должна все расхвачивать. А если ливанем? Кайф. Вот это достойный зрительный эффект. Сразу жижа там, блядь, черная, угольная образуется. Мы нашли нефть! Хе-хе-хе! Мы нашли нефть! Итак, что мы сегодня поняли? То, что из обычных кислот и смеси с обычными окислителями нельзя сделать кислоту, которая прожигает все как в фильме. Но мы тут не пальцем делали, мы получили такой состав. Есть у нас башка одна ксеноморфская, такая вот охуительная. Трофей. Хищник подогнал. Ну что, будем препарировать? О нет! О нет, она начинает проплавлять стол, черт возьми! 3 палубы до нижнего этажа! Как вы можете понять, потому что я держу внутри руками, и есть какой-то пакет еще зиплоковский. Это ни хера не кислота, хотя и выглядит достаточно проплавляюще. Это ацетон с пенопластом. Любимый и наш, и голливудских чуваков трюк. Вот такое вот дерьмо. С вами был Даня Крастер, лаборатория БНБ. Увидимся через 2 недели. Покеда.